Сегодня, когда вы смотрите это видео, то есть 17 июня, ровно год, как я прилетела в Барселону. Можно сказать, уверена, что год я живу в Барселоне. Я надеюсь, сзади видно фон. Если нет, то, пожалуйста, присматривайтесь, потому что я очень долго искала подходящее место. Я решила вести вот такую заметку, где бы я отмечала плюсы жизни в Барселоне, в Испании. Если я говорю про плюсы Испании или Барселоны, это не то же самое, что где-то хуже, чем здесь. Вот, это важный момент, чтобы не дать вам повода додумать что-то не в ту сторону. Поменяла расположение свое, потому что очень, поверьте на слово, было неудобно сидеть. Вот. Объединю сразу несколько пунктов вместе, связанные с транспортом в Барселоне. Что-то скрипит буквально вот в кусте рядом со мной. Ладно, я надеюсь, ничего сейчас не выскочит резко на меня. Иногда я просто садилась в автобус и просто ездила, пересаживалась на другой, чтобы просто смотреть на город из автобуса, потому что в автобусе комфортно находиться. Вот такие развлечения у меня. Мало того, что он выгодный, так еще он и действует на все 6 зон вокруг Барселоны. В каком-то из видео я рассказывала, да, про вот это свое открытие. Неочевидный абсолютно плюс, но я его вынесу. Это мусорные баки, которые стоят на улице. После тех историй наших друзей из Амстердама о проблемах, связанных с мусорными баками, я выписала это как отдельный плюс. Что можно выделить? Это, безусловно, природа. Я сижу сейчас в прекрасном парке, и вот знаете, я думала, на какую бы вершину сегодня мне подняться, откуда записать видео. Я была на Монжуик, это холм, он известный, самый туристичный, и я вставлю кадр, да, как я сегодня там ходила, искала место, но не нашла ничего, что мне нравится. Там было очень много людей, и я решила, что сниму в другом месте. Внутри города есть несколько холмов, я где-то даже читала, что их 7. Вот, соответственно, каких-то смотровых площадок, каких-то вот подобных мест, где открывается взор на весь город, таких немало, и на самом деле легко до них добраться. Самих парков очень много, внутри города, по окраинам города. Выход к морю, конечно же, это огромный плюс для тех, кто любит пляж. Я не совсем такая. Первый поход на пляж в этом году. Вода прозрачная, медуз нету. И все это вместе просто можно объединить как такое очень большое природное разнообразие. И это плавно переходит в другой пункт, связанный с походами и хайкингом. Вот. Испания в целом, из-за того, что она такая природно разнообразная, есть довольно много мест и направлений, куда можно пойти в хайкинг. Если вам интересно, можете посмотреть. Я опять не помню, куда показывать. Я добавлю подсказку, чтобы вы посмотрели это видео. Это был первый мой хайкинг, и он очень мне понравился. Так что для таких любителей природы, как я, это будет огромным плюсом. Дальше про кухню. Это уже не совсем мой плюс, но он очень важный. Есть один важный момент. Я не люблю морепродукты. Вот так. Мне кажется, кто-то еще тут со мной есть. Очень маленький и незаметный. Я для себя открыла испанская тортилья. Это, по сути, такой картофельный пирог. Вот он мне нравится. Количество заведений с мексиканской кухней. Это начосы разные, это тако, буррито, кесадилья. Это не одно и то же. Еще один пункт про еду. Тут я точно вставлю видео. Это реально самый вкусный чизкейк. Вы только посмотрите, как он уже красиво выглядит. Но вот сейчас мне кажется, что этот чизкейк переплюнул вообще все десерты, которые я когда-либо в жизни ела. Потому что я сейчас ела и думала, что за 4,5 евро я купила себе счастье. Представляете, какие у меня мысли были, пока я ела вот эти вот 3 кусочка? Это какой должен быть уровень вкуса просто, чтобы такая мысль проскользнула. Я впервые для себя здесь открыла камбучу. Именно с той, которая оказалась моей самой любимой сейчас. Именно с того вкуса. Вот, я вставлю сюда. 2 вкуса, может, уже, но самый мой любимый зеленый. Дальше, конечно, немаловажно. Будьте здоровы. Испанский язык. Я его учу. Я не лингвист, но по моим ощущениям, зная русский язык изначально, учить испанский как будто бы довольно-таки несложно. Для меня конкретно, как для врача, есть какое-то базовое знание латинского языка. Это мне прибавляет легкости в изучении. Если вы смотрели мои прошлые видео, я думаю, вы поняли, что я люблю собак. Я все еще недоумеваю, как это произошло. Количество такс на 1 квадратный метр какое-то зашкаливающее просто. У меня есть даже теория, может, когда покупали квартиры в этом районе, там раздавали такс в каждой квартире. Не знаю, как это объяснить, но буквально у каждого второго человека с собакой это такса. Попугаи на улицах. Попугаи. Вы видите его, да? Вон они. Барселонские голуби. Они просто на улицах. Вот хлеб, вот какой-то мусор, грязный асфальт.
и попугаи. Открыла мир велосипедистов, короче. Этот мир я для себя открыла здесь. Я не умела кататься, я мечтала научиться, и я научилась в том году праздники. Когда я приехала и увидела, как они тут проходят, я осталась в полном шоке и до сих пор. Во-первых, количество праздников. Вот есть такое, смотреть, какой сегодня там день цветка, носка, что-то такое. Я уверена, что здесь на полном серьезе во всей стране и городах каждый день какой-то праздник. То, как празднуют праздники, это тоже очень важно. Не просто с днем дня, а люди готовятся, они что-то репетируют, они делают какие-то костюмы, они украшают улицы, что-то сооружают, то есть прикладывают много усилий для того, чтобы провести праздник. Я сидела, помыла голову, уже не планировала никуда выходить, слышу вот этот шум и запах странный. Проверила, все ли правильно я поняла. Это праздник района, где мы живем. Ну вот, я прихожу, походу, на самую активную часть. Ой. Боже мой, это так близко было. Обычный вечер. Буквально. Готовимся. Готовимся. Какой большой город и какова вероятность встретить кого-то, с которым у тебя есть что-то общее. Я один раз шла просто по городу, рассказывала своей знакомой что-то про Бишкек, просто проходящая мимо женщина, она услышала, обернулась и говорит: «Вы из Бишкека приехали?» Насколько я была удивлена, что настолько случайно можно встретить человека, кто тоже из Бишкека, который идет с тобой здесь рядом и, между прочим, услышал твою речь и с тобой заговорил. Про большой город сюда же идет, здесь очень много каких-то исторических сооружений, каких-то зданий, каких-то культурных, в общем, мест таких. Первое воскресенье месяца музеи, много музеев, список есть, которые бесплатны к посещению. Какие-то места, где обычно там билет стоит 13-15 евро, ты можешь вот так культурно проводить свое время. Голуби, 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 голуби. И это тоже голуби. Одинаковые картины с голубями. Образ жизни, который ведут люди здесь. То есть с огромнейшим риском, когда ты выходишь на улицу, ты встретишь людей, которые бегают или которые катаются на велосипедах. Ну и вот так плавно перехожу к куче пунктов, которые можно объединить в что-то одно. Это люди, которые здесь, потому что, как и в любой стране и вместе, прежде всего, это место определяют люди, которые тут живут. Я не буду сейчас говорить, почему. Я прошлое видео на 11 минут, где я говорю, как я люблю Кыргызстан. Полюбила не конкретно город, какие-то там дома, здания, правильно? Ключевое, какой бы красивый город ни был, но если ты себя чувствуешь в нем не очень, ну, не о чем говорить. Сложилось представление о том, какие ценности у людей здесь. Все вот эти вот обеденные перерывы, которые тут есть, они прежде всего предназначены, чтобы ты отдохнул, сделал перерыв, но и провел время со своей семьей. Слушай, семья, друзья — это важнее, правда. Действительно. Займись лучше с ними чем-нибудь. Вот что я замечаю чаще всего, какая-то вот эта внутренняя суетливость, скорость, да, надо быстро что-то постоянно делать. Ну, такой ритм жизни, в котором я привыкла жить и всегда жила. То здесь вот все, что тебя окружает, оно возвращает к тому, что а куда торопиться? Ты осознаешь, что вот какой красивый вид передо мной сейчас, или какой интересный человек рядом со мной, как здорово, что мы вышли прогуляться. То есть вот эти вещи к тебе приходят, когда ты не бежишь куда-то, сломя голову. Основное, да, что здесь из моих наблюдений можно выделить, это те внутренние изменения, которые происходят во мне, когда я тут нахожусь. Безусловно, я изменилась за это время, и я благодарна всем местам, где я жила, которые на меня повлияли и изменили. В общем, друзья, я, конечно, могу, может, еще больше рассказать, но не хочу сильно долго видео делать. Если у вас есть какие-то плюсы, которые я не назвала, пишите в комментариях, просто дополняйте, если что. Но в любом случае, вот такое видео я решила сделать на свой год жизни здесь. Получается, что до скорого видео!